За гулом фандома. Среди нескончаемого шума домыслов. Среди голосов, борющихся за смысл каждой секунды, каждого кадра, каждого вздоха. Есть одна динамика, которая всегда заставляет всю армию, от самых старших до самых новых, замереть. Это нечто гораздо более тонкое. Более последовательное. Глубокое. Что-то, что можно только почувствовать, но не объяснить. Это нечто. То, как Чон Чен-гук относится к Ким Тэ-хёну. И, словно история, которая никогда не заканчивается. Его мир всегда возвращается к этим двум именам. Как будто их соединяет невидимая нить. Как будто история не закончена. Как будто глава осталась открытой. Приглашая любого, кто обратит на нее внимание, приблизиться. Потому что каждый раз, когда эти два имени появляются в одном кадре, мир словно замедляется. Окружающие голоса затихают. И все, что осталось, это два взгляда, которые когда-то заставляли тысячи людей задаваться вопросом, что же между ними происходит. Чен-гук. Человек, который многим кажется сильным, независимым и контролирующим ситуацию. Он редко проявляет свою собственническую сторону. Он всегда говорит все с усмешкой, словно его ничто не может смутить. Однако есть одно исключение. Один человек, который может заставить эту сторону проявиться, даже не осознавая этого. Одно имя, которое всегда затрагивает тонкие струны его сердца. Тэ-хён. И это не теория. Это закономерность. Закономерность, которая появляется снова и снова, даже когда они не на одной сцене. Закономерность, которая никогда не меняется, даже спустя столько лет. Давайте вернемся к этим маленьким моментам. Моментам, которые могут показаться незначительными тем, кто не обращает внимания. Но для армии. Для тех, кто привык читать тонкую динамику между участниками BTS. Это кусочки пазла, которые складываются в гораздо более масштабную картину, чем просто дружба. Вот как Чен-гук называет имя Тэ-хёна другим тоном. Вот как он наклоняется ближе, словно гравитация, работающая без какого-либо принудительного механизма. Было так, что он как-то отчитывал Тэ-хёна, когда тот начинал слишком раскрепощаться. Слишком импульсивным. Слишком самим собой, и это понимали только те, кто знал его давно. Это легкое нытье. Этот полутревожный взгляд. Этот тон голоса, который появлялся только тогда, когда речь шла о Тэ-хёне. Как будто Тэ-хён в одиночку открыл дверь другой версии Чен-гука, более мягкой, реактивной, защитной и заботливой. Тем не менее, многие пытались, осознанно или неосознанно, привлечь внимание Чен-гука. Но реакция никогда не была прежней. Никогда не такой нежной, как когда Тэ-хён был рядом. Никогда не такой резкой, как когда Тэ-хён сбился с пути. Никогда не такой резкой, как когда Тэ-хён действовал спонтанно. Чен-гук улыбался всем остальным. Тэ-хёну он реагировал. Молчанием, жестами, мимолетными взглядами, которые никогда не проходили мимо. Но в тот день было что-то другое. Когда разговоры о Тэ-гуке были на пике. Когда анализ фандома был на пике. Когда временные шкалы были заполнены всплывающими старыми моментами. Когда армии начинали строить новые теории. Внезапно мир фандома словно замер на одном посте. История в Инстаграм от RM. Простая фотография. Без обработки, без музыки, без скрытого послания. Просто участники репетировали вместе. Смех. Движение. Сосредоточившись на новой хореографии, которую они, казалось, готовили. И среди этого тепла что-то вызвало бурю. Тэ-хёна не было. Как будто между их тенями образовалась пустота. Как стул, оставленный без объяснения причин. Как будто кто-то должен был быть там, но почему-то не появился.
Фандом замолчал. Все комментарии на мгновение оборвались, словно ком в горле. И в одно мгновение лента новостей превратилась в арену домыслов. Тэхён уже репетировал. Он заболел. Он что-то снимает. Он намеренно отсутствует. Или что-то происходит за кулисами. Нет ответа. Никаких разъяснений. Просто молчание, которое делает все еще более загадочным. Но самым интересным было не отсутствие Тэхёна. Что действительно застало армию врасплох, так это реакция Чингука. Потому что посреди этой тренировки, среди смеха и жизнерадостной энергии, Чингук казался не совсем здесь. Его глаза были пустыми. Как будто он кого-то ждал. Кто-то, кто обычно оказывался в центре его внимания, хотя он этого и не осознавал. Это маленькое движение может быть незаметным для обычного человека. Но не для армии. Не для тех, кто годами следит за динамикой Тэкука. Не для тех, кто различает взгляд Чингука, когда он просто сосредоточен на практике. И взгляд Чингука, когда он ждет кого-то. И все знают, кто этот кто-то. Ким Тэхён. Тот же шаблон. Шаблон, который всегда вызывает вопросы. Шаблон, который проявляется только в присутствии Тэхёна. Когда Тэхён рядом, Чингук реагирует с определенной интенсивностью. Когда Тэхёна нет, Чингук ищет его. И в тот день этот шаблон маячил, как неудержимая тень. Мы видели это в то, как Чингук сидел слегка сжатым. То, как он смеялся не так громко, как другие участники. Как смягчалось его выражение лица всякий раз, когда кто-то вне кадра проходил мимо. Как будто репетиционная комната была незаконченной. Как будто ритм дня нарушился. Как будто образовалась пустота, которой не должно было быть. Потому что, когда кто-то, кого ты привык видеть рядом, внезапно исчезает. Ты чувствуешь это. И Чингук чувствует это. Вот почему фандом начинает кричать. Почему Тэхёна здесь нет? Почему Чингук выглядит иначе? Почему этот момент кажется пустым? Вопросы превращаются в неудержимый рев. И вот тут-то загадка становится еще глубже. Потому что, если мы проследим прошлые моменты, если мы соберем воедино разрозненные кусочки пазла, мы найдем красную нить, тянущуюся из прошлого в настоящее. Красная нить, которая связывает то, как Чингук отчитал Тэхёна, то, как он заботился о Тэхёне, то, как он ответил Тэхёну, то, как он смотрел на Тэхёна, даже то, как он скучал по нему. Все это закономерность. А закономерности никогда не лгут. И вот снова возник главный вопрос. Слетевший с уст тысяч армий, посмотревших видео. Чингук просто вел себя как заботливый друг. Или это было очередное проявление тайной влюбленности? На этот вопрос так и не было официального ответа. Не было никаких разъяснений. И, возможно, в них не было необходимости. Потому что мир не всегда позволяет всему быть открытым. За домыслами фандома. За дикими теориями. За вирусными моментами. За молчанием, которое казалось кодом, таилось нечто гораздо более простое. Но и гораздо более сильное. Чингук заботился. Тэхён знал. И мир это видел. Некоторым отношениям суждено оставаться между тенью и светом. И Чингук Тэхён – одни из них. Но история не закончилась. История РМ в Инстаграм была лишь искрой. Только началом приближающейся большой бури. Потому что после того дня теория за теорией. Анализ за анализом. Закономерность за закономерностью, которую все сложнее игнорировать. Что происходит на самом деле? Что скрывается? К чему они готовятся?
Или даже больше? Что на самом деле происходит между ними? Пожалуйста, оставляйте комментарии о происходящем. И не забудьте поставить лайк и подписаться, армия.